Добрый день, меня зовут Александр. Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас 10 августа. На дворе, не на дворе, а на календаре понедельник. И утро понедельника приветствует нас отличной погодой. Довольно-таки солнечно. Сегодня на день передают 30 градусов. Будет опять жара. На вторник 32 вообще передают. А затем понижение температуры. То есть, которое я все жду уже всеми силами. Скорее бы уже понижение. Но минусы понижения температуры в чем? Что, скорее всего, не смогу снимать ролики на улице. И пока не знаю, как это реализовать. Посоветуюсь с коллегами по ютубу, что они посоветуют, как они вообще в принципе проводят съемки в осеннее, в холодное время, в зимнее. То есть, может, есть коллеги, кто снимает при минус 20, там, при минус 30 градусах. Как в принципе это сделать? Потому что телефон-то разряется, батарея-то у него на морозе деградирует очень резко, и все замерзнет. Вот. Начал теперь в текущих роликах проверять, что у меня зум стоит 0.7. Короче, до этого тупил. И во многих роликах, даже в большинстве, наверное, автоматически зум ставился на единичку. И картинка была более ужатая такая. А сейчас я буду проверять, стараться, чтобы 0.7 зум стоял, чтобы картинка была широкая, чтобы панорама больше снималась. И, соответственно, также на распаковках, то есть я протупил несколько раз. Когда дубли делал, проверял камеру, оно сбрасывается по дефолту. Вот этот вот зум, когда ты каждый раз новое видео делаешь, оно опять почему-то на единичку ставится. И широкоформатный захват не происходит. И приходится каждый раз себя контролировать, чтобы было нормально. Так картинка гораздо лучше выглядит. Больше объектов в кадре захватывается. И соответственно, для смотрящих людей видео более приятное глазу. Вот. Что сегодня хотел рассказать? Сегодня хотел рассказать про дальнейшую эпопею с бородавкой на пальце. Уже сколько видео я про это снял. Смотрите на канале, там по поиску ищите. Сегодня в очередной раз ходил, то есть на чем вообще остановился я в борьбе с этой проблемой. То, что я обработал вирукоцитом, и затем через 7 дней надо было это распарить все и обрезать, соответственно, всю эту корочку, там все это. Что, соответственно, я и сделал. То есть корочка сама начала отваливаться, там кусок вот этого пятна, которое вирукоцитом было обработано. Оно все отвалилось, там молодая розовая кожа, нормальная. И, соответственно, я все обрезал и смотрю, что палец-то в нормальном состоянии. То есть я никаких ни сосудов не увидел, ни каких-то еще вкраплений там красных, которые сигнализировали бы, что бородавка там есть, например. И поэтому я подумал, что наконец-то улучшение, то есть все-таки что-то помогает, что-то происходит. И таким образом я подумал, что все, надо сходить еще раз к врачу, чтобы удостовериться, что действительно ли победил я эту бородавку. Таким образом я записался на сегодня. На 8 утра сходил к доктору в клинику. И она посмотрела через свой дермоскоп или микроскоп там при ярком свете. То есть я когда осматривал палец, я не видел, то есть на внешний взгляд там не видно каких-то, были ли какие-то сосуды там, не были там. То есть при обычном свете не видно. То есть через слои кожи свет сильно так не пробивает, чтобы внутри посмотреть, есть ли там что-то, какие-то новообразования или там
какие-то вещи. А соответственно, когда доктор включает яркий свет и прям направляет пучок через свой этот микроскоп, то, соответственно, он там все просвечивает. И как бы она увидела, что еще 2 сосуда бородавки остались. И причем, что они остались не где-то рядом с ногтем, там, под ногтем, где я обрабатывал в прошлый раз, а они оказались прям в миллиметрах 5, наверное, от самой ногтевой пластины туда, ниже к стопе. И таким образом она мне поставила точки, где надо повторно обрабатывать будет верюкоцитом. Я сфоткал это, потому что, ну мало ли, потом сфоткал этот палец с этими отмеченными точками, чтобы знать, где потом атаковать, как говорится, то есть место атаки. И она сказала, что еще примерно, скорее всего, 2 раза надо обработать будет вот в этих местах, дождаться, пока она вылезет наружу, обрезать ее, распарить, обрезать, и, скорее всего, таким образом завершится эпопея. И, скорее всего, даже не надо будет повторно приходить на осмотр. Но это я еще посмотрю. То есть, как минимум 2 недели это точно надо будет все это делать. А дальше уже там по состоянию смотреть. Я спросил также у нее про ноготь. Говорю, а ноготь с ногтем что делать? То есть, она говорит, что раз бородавка, ну, ушла практически, соответственно, ногтевая пластина должна нормально восстановиться. То есть, обрезать ее, как обычный ноготь, а потом в какой-то момент просто новый хороший ноготь вырастет, не деформированный, не вот этот вот уродский, а нормальный, как на других пальчиках. И, соответственно, она сказала, что, ну, можешь еще типа пропить витамины для роста ногтей и волос, и прописала там 2 препарата. Один из них называется Мерц, а другой я не запомнил как название, но у меня на листочке записано. Вот она сказала, что Мерц самый хороший, а второй типа тоже ничего, нормально будет. И мол, если хочешь, чтобы совсем там закрепить это все, то витаминки пропить. Месяц пить витамины, и типа все должно нормально быть. Ну посмотрим, у меня пока сейчас денег нет. Скорее всего, через месяц со следующих зарплат, может быть, что-то будет. Так, красный свет. На красный свет мы не переходим. Чтобы подписчики меня не хейтили за то, что я на красный свет хожу, я теперь хожу на зеленый. Так безопасней. Так правильно. Надо по правилам как бы делать. Хочу на следующих выходных, если получится, съездить в наш другой парк в центре города и там снять длинный ролик по поводу... Хочу снять ролик по поводу, каких ошибок не надо вообще совершать в жизни. Ну, с учетом как бы моего вот этого скромного опыта, вообще скромных взглядов. Чисто просто вот мои какие-то мысли хочу снять на фоне другой локации, а то уже просто одна и та же прогулка по одним и тем же улицам. Уже всем, кто будет смотреть, возможно, надоело уже. Надо немножко поменять локацию, там куда-то сходить. Ну, я вот хочу выбрать парк, пока еще лето заканчивается, пока еще там можно красиво снимать, подснять. Таким образом, как бы, чуть-чуть контент разнообразить. Вот, что еще? Вчера занимался настройкой VPN-ки, используя нейронку. То есть продолжаю пользоваться оркой
Я про нее рассказывал в предыдущих видео. Мне прям она хорошо зашла. Хорошая программа. Удобно позволяет сделать Work 3 для работы с искусственным интеллектом. И в дополнительной ветке там проводить свои какие-то наработки, а потом круто вливать, там не парясь там с этими командами в командной строке. Все в графическом интерфейсе удобно делать. И соответственно, вот вчера с помощью нее и кодекса сидел VPN-ку там чуть-чуть правил, которая, ну, нужна мне по работе там. Потому что в пятницу я рассказывал, я столкнулся с проблемой, что у нас VPN-ка отвалилась. И мне приходилось там всякими разными манипуляциями то включать, то выключать ее. И вот я решил на выходных, пока время есть, добить ее так, чтобы она сама там все маршрутизировала. Чтобы минимум надо было действий каких-то и максимум эффективности. Вот. Сегодня еще на Озоне должен стол прийти вечером в пункт выдачи. Надо будет сходить, забрать его. Вот я не знаю, хватит ли у меня силы его дотащить, или там курьера надо заказывать, не знаю. Не нести там его, в принципе, недалеко. Но сколько он будет весить? Сколько такой стол может весить? Килограмм 15, наверное. Может 10. Там 4 дощечки. 2 боковых, вертикальных, столешница и задняя скрепляющая планка. И крепеж. За килограмм 10 может. Я думаю, донесу. Если не смогу донести, то курьер, наверное, какой-нибудь закажу. Фиг его знает. Ну, кто вечером, конечно, курьером пойдет, когда уже пункт выдачи будет закрываться. Ну, посмотрим, короче. Вообще, в идеале сегодня бы поставить этот стол, скрутить его и уже как бы перемещение в комнате сделать. В плане того, что переместить так, как я хотел, мебель, там, эти все вещи. Поставить уже этот стол, на него поставить монитор, и уже как будет дополнительное рабочее место, где можно сидеть, работать. Удобно. Поставил ноутбук, подключил к монитору, вот тебе два экрана. Или чисто на мониторе работай, как удобнее, короче. Пока что к этому столу есть старый стул на колесиках. В будущем планирую новый стул купить, чтобы этот заменить, потому что у старого стула колесики там что-то то крутятся, то не крутятся. И он уже весь облезлый, обшарпанный. Думаю, может быть, купить такой же, как у меня сейчас есть на основном столе. Он стоил тогда по тем деньгам 7 тысяч, сейчас не знаю, сколько стоит. Сейчас, наверное, 12, наверное, стоит. И у меня на работе такой же, прям один в один. Но мне нравится. А возможно, какой-нибудь другой посмотрим стул. Может быть, есть какие-то более удобные. Интересно, есть ли у нас локально магазины, которые... Так, сейчас на паузу. Так, ну вроде прошли музыкантов с музыкой Линкин Парка. Вот, и... О чем я говорил? Да, может быть, выбрать другой стул. И, возможно, у нас где-то есть локальные магазины, где можно прийти эти стулья посмотреть, там, посидеть на них. Потому что, конечно, круто на Озоне заказывать. Или на других маркетплейсах, но основная фишка в том, что ты их не пощупаешь, пока они не приедут. Вот. И, конечно, круто, когда есть локальный магазин, куда можно прийти посидеть, посмотреть вообще разные стулья, какие бывают. Вот не знаю, есть такие или нет у нас. Или их все позакрывали, потому что невыгодно. Потому что люди приходят, сидят и покупают потом на маркетплейс. Ну, так всегда происходит.
Вот, соответственно, пока таких планов громадье, но денег на это, как обычно, нет. То есть буду по чуть-чуть там что-то менять. Сейчас вот стол, шкаф, потом там в дальнейшем стул, ну и так далее. Чтобы была возможность нормально, параллельно 2 человекам работать из квартиры. А не так, что по очереди за одним компом там. Сначала один поработал, потом другой. Друг друга выгоняешь там, ну, из-за компа. А так как бы 2 рабочих места будет. Очень удобно, если кому-то надо вечером поработать. И я, например, занял комп основной, то можно за вторым сесть. Как бы рабочая обстановка такая. Понятно, что я купил еще прикроватный столик такой, который можно на кровать ставить. Но он не всегда удобен. Иногда, да, хочется полежать и поработать лежа. Вот для этого столик я и приобретал, но иногда надо и там за столом какие-то вещи делать. То есть за столом-то дополнительный монитор есть, удобнее. А тут на раскладном столике только сам маленький монитор ноутбука. Так, тут никто не едет. Вроде нет. Так что вот такие, друзья, планы. Надеюсь, все получится. И наконец-то можно будет нормально работать. Пишите в комментариях, как у вас организовано рабочее место. Если вы работаете на удаленке, как у вас сделано. Что вы покупали там, какие стулья или какие столы у вас сделаны. Интересно будет почитать. Это, наверное, все, о чем я хотел сегодня рассказать. Подписывайтесь на канал. Потому что пока статистику подписанных я не шибко вижу в аналитике. Ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы задавайте под роликами. То есть посмотрели ролик, смотрите там раз, вопрос или комментарий написали. Я потом видео-ответы на это буду снимать. Если вопрос хороший, смогу ответить, или я смогу на этот вопрос ответить. Вот. Еще раз большое спасибо за то, что смотрите. Всего доброго, друзья, до скорого.